Всем привет! С вами канал со сложным названием, и сегодня мы поговорим про китайский кроссовер компании Chery, модель Tiggo 7 Pro. Chery уже не тот странный и сомнительный китайский бренд, которым был раньше. Новый кроссовер марки Tiggo 7 Pro и снаружи, и внутри выглядит очень даже интересно. Давайте обо всем по порядку. Визуально Chery Tiggo 7 Pro выглядит очень современно, интересно и привлекательно. Если придираться, то уникального в облике китайского кроссовера не так много. Передняя часть чем-то похожа на Hyundai Santa Fe, с такой же широкой решеткой радиатора и узкой формой светодиодных фар. Задние вытянутые фары встречаются и на многих других современных кроссоверах. Кроссовер Chery хорош собой. Все сделано стильно и в духе текущих трендов. А в том, что какие-то элементы дизайнеры компании позаимствовали у других широко известных брендов, нет ничего странного. Сейчас многие так делают. К тому же создателей Tiggo 7 Pro стоит похвалить за проработку деталей и визуальную целостность автомобиля. Здесь нет элементов, которые выглядят чужеродно, как и, впрочем, нет каких-то других смелых решений. Впрочем, такой массовый автомобиль внешне понравится многим. Экстерьер второго Chery Tiggo 7 выполнен в молодежном стиле, за счет чего кроссовер выглядит выразительно, достаточно эмоционально, сбалансированно и весьма впечатляюще. Агрессивный передок автомобиля несет на себе пронзительный взгляд светодиодной оптики, стильную решетку радиатора шестиугольной формы, спортивный бампер, а его элегантная корма выставляет на показ красивые фонари со светодиодными ответвлениями и рельефный бампер с двумя фигурными выхлопными патрубками. В длину Chery Tiggo 7 второго поколения насчитывает 4500 мм, а его ширина и высота достигают 1840 мм и 1746 мм. Межосевое расстояние укладывается у автомобиля в 2670 мм, а его дорожный просвет составляет 196 мм. В снаряженном состоянии масса кроссовера варьируется от 1421 до 1482 кг в зависимости от модификации. Что касается салона, верхняя часть дверных панелей, полукругом переходящая в переднюю консоль, явно подсмотрена у Audi. Большой 10-дюймовый отдельно стоящий дисплей – это BMW, а рычаг АКПП – точная копия Volvo XC40, причем скопирована даже неудобная схема переключений через нейтраль. Внутри Chery Tiggo 7 Pro вся целиком и полностью соответствует современным тенденциям моды. Информация здесь течет сразу на 3 экранах, причем один из них диагональю 12,3 дюйма находится прямо перед водителем и исполняет роль приборной панели. Ну а еще 2 дисплея украшают центральную консоль. Верхний дисплей размером в 10,2 дюйма заключает в себе информационно-развлекательные функции, а нижний размером 8 дюймов является блоком управления климатом. Салон у компактного кроссовера имеет 5-местную раскладку. Передние сиденья эргономичны, с неплохо развитым боковым профилем и большим количеством регулировок. Chery Tiggo 7 Pro может похвастаться вместительным багажником, который в обычном состоянии составляет 517 литров. На Chery Tiggo 7 Pro заявлен только один бензиновый агрегат. Это рядная четверка рабочим объемом 1,5 литра с турбонаддувом, распределительным впрыском, интегрированным в головку цилиндров впускным коллектором и 16-клапанным газораспределительным механизмом, генерирующий 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. По умолчанию двигатель работает с вариатором от компании Bosch, имеющий пластичный ремень, а также ведущими колесами передней оси. Полный привод не прилагается, даже за дополнительную плату. Стоит отметить, что в Китае 1,5-литровая турбочетверка выдает 156 лошадиных сил и 230 ньютон-метров пиковой тяги, сочетаясь и с 6-скоростной механикой, а также есть и альтернативный вариант – турбомотор на 1,6 литра, развивающий 197 лошадиных сил и 290 ньютон-метров крутящего момента, который сочетается с 7-диапазонным роботом с 2 сцеплениями. С места до первой сотни кроссовер в российской спецификации ускоряется спустя 9,8 секунд, а его максимальные возможности упираются в 186 км в час. Расход топлива в среднем насчитывает 8,2 литра
на каждые 100 км пути в смешанном цикле. Цены на Chery Tiggo 7 Pro начинаются от 17 тысяч евро, а максимальная комплектация оценивается в 20 тысяч евро. При нынешних ценах на автомобили предложение китайского производителя выглядит весьма неплохо. Сейчас достаточно проблематично приобрести городской кроссовер за такую цену с полным электропакетом, панорамной крышей, кожаным салоном, матричными фарами, которые еще и выглядят интересно. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном кроссовере в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с dachaclubmd.ru.